Сахарная мастика – специальная пластичная паста, которую используют для декорирования десертов. Материал способен принимать любую форму, поэтому его используют как для обтяжки тортов, так и для изготовления различных элементов декора – надписей, рисунков, объемных фигур. Основу мастики составляет сахарная пудра. В качестве дополнительных компонентов могут выступать крахмал, яйца, желатин, маршмеллоу, мед, сгущенное молоко, марципан. Все эти добавки придают мастике желаемую консистенцию и эластичность. В мастику промышленного производства добавляют также глицерин и специальный загуститель КМЦ. Они увеличивают срок хранения и делают массу более пластичной. Если вам интересны рецепты приготовления мастики в домашних условиях, то пишите об этом в комментариях. Я подготовлю отдельный ролик для каждого рецепта. В герметичной упаковке мастика хранится от 2 месяцев до года, в зависимости от состава. А вот на воздухе она достаточно быстро застывает и твердеет, поэтому оставшуюся от работы мастику лучше всего завернуть в пищевую пленку и убрать в прохладное сухое место. Хранить ее в холодильнике не нужно. Работа с мастикой очень напоминает работу с пластилином или с плотным тестом, где вместо муки сахарная пудра. Если мастика слишком твердая, то отправляем ее в микроволновку на разогрев. Импульсно по 10 секунд нагреваем, проверяя после каждого включения. И как только мастика слегка размякла, продолжаем уже руками. Разминаем и можно лепить фигурки. Как слепить, например, единорога, мы показывали вот в этом видео. Мастичные фигурки лучше готовить заранее, так как до установки на торт они должны как следует просохнуть. Изделия из мастики, особенно тонкие, боятся излишней влаги, впитывают ее, размокают и деформируются. Поэтому устанавливать мастичный декор на торт лучше в последний момент. Если вы планируете обтягивать мастикой весь торт, то помните, что он должен быть максимально сухим. Иначе при прикосновении с тортом мастика начнет пропитываться влагой и растворяться. Идеальные крема под мастику – это ганаш или любой вариант плотного масляного крема. Даже если вы оформляете весь торт, например, сливочным кремом, то не поленитесь нанести тонкий слой масляного крема, а уже потом покрывать торт мастикой. Чтобы на мастичный торт приклеить декор, достаточно слегка смочить мастику обычной водой. Массивные мастичные детали между собой скрепляются яичным белком или декор-гелем. Еще один вариант использования мастики – это изготовление топеров или подложек под съедобную печать. Подробно про изготовление топеров с вафельными картинками мы показывали вот тут. А про работу со съедобной печатью у нас на канале есть целый плейлист. Все упомянутые мною ссылки я размещу в описании. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Мастика отлично окрашивается пищевыми красителями. Если необходимо прокрасить всю мастику, то просто добавьте несколько капель гелевого красителя и как следует вымесите массу. Добиться ярких и насыщенных цветов путем полного прокрашивания мастики удается не всегда. В продаже есть уже готовая прокрашенная мастика основных цветов. Или можно окрасить только поверхность уже готовых фигурок. Особенно это актуально для черного цвета. Если вы планируете окрасить большую площадь, то разведите краситель не водой, а водкой или спиртом. Алкоголь быстрее испаряется и не успевает растворять сахар. Кроме того, при обработке алкоголем мастичная поверхность приобретает глянцевый блеск.